Глава 271. Близится финал. Торговое чудо не нуждалось в людях или деньгах, так что помощь безмольного правителя из спасительной соломинки превратилась в вишенку на торте, что поменяло ход переговоров. Энергетическое оружие — изобретение, способное изменить историю. Создав такое оружие, можно вписать свое имя в историю страны Южного Лета. Первым делом похвалил его безмолвный правитель. Чу Тянь сидел напротив него, а вокруг них стояли Гоу Цань Цу, маркиз Божественного Ветра и Мэн Цину. Они наслаждались медовым чаем и молчали. Тон безмольного правителя изменился. Раз энергетическое оружие имеет такое значение, им заинтересуется много влиятельных людей и в этой стране, и за ее пределами. Ты не сможешь его защитить. Лучший вариант — продать проект королевству и защищать его силами королевства. Маркиз Божественного Ветра и Мэн Цин упразились. Безмолвный правитель пришел лишь за этим. Такие технологии были бесценны. Как Чу Тянь мог согласиться, Гоу Цань Цу сердито сказал: «И все-таки ты хочешь украсть исследования Чутяня. Не надо злиться, великий ученый», — засмеялся Чу Тянь. «На самом деле, если великий ученый хочет купить проект, это возможно. Если нас устроит цена, безмолвный правитель хотел проверить Чутяня. Кто захочет отказываться от такого великого изобретения?» А Чу Тянь отказался, даже наподумав. Когда уже он будет поступать согласно здравому смыслу? Но должен сказать, безмолвный правитель, что наша технология будет совершенствоваться. Если вы дорого купите текущие чертежи пистолета, за несколько дней мы придумаем более мощный пистолет. Или даже разработаем новое оружие вроде автомата. Ты можешь купить один проект, но сможешь ли позволить себе 10 или даже 100? Безмолвный правитель нахмурил брови. Действительно, энергетический пистолет «Торговое чудо» изобрело не так давно. Когда энергетический пистолет попадет в массовое производство, они уже изобретут новый автомат. Не только твоя семья на континенте хочет купить этот проект. Раз он готов, мы продадим его любому. Мы продадим, если они заплатят. Как торговое чудо может отказываться от денег? Сосредоточившись на улучшении проектов, мы станем богатейшими людьми континента. Как безмолвный правитель оценивает конкурентоспособность страны Южного Лета на континентальном уровне? Хочешь его купить? Отлично. Боюсь, тебе даже не хватит денег. Немного помолчав, безмолвный правитель беспомощно вздохнул. И чего же ты хочешь? Если честно, я до сих пор не верю безмольному правителю, пусть он даже и не хочет причинять мне боль. То есть, безмолвный правитель считает честность важной? Конечно. Когда в громовом государстве были проблемы, безмолвный правитель отправил в центральное государство приказ. Рискнув жизнью, я решил проблемы громового государства, а безмолвный правитель не подчинился приказу правителя. Вздохнул Чу Тянь. Ты разочаровал меня. Улучив момент, этот мальчишка начал выпрашивать награду. Безмолвный правитель тут же приказал: принесите безмольному правителю шестилистную корону. Перед Чу Тянем поставили нефритовый сундук, окруженный духовной энергией. Судя по ауре, это было святое лекарство. Его нельзя было создать в стране Южного Лета, его нужно было покупать за рубежом. Трудно было оценить его значимость, а получить его не мог даже эксперт царства истинной души. Остальных я награжу потом, фыркнул безмолвный правитель. Это должно тебя успокоить, обычное святое лекарство высшего класса. Я ведь просто сказал, почему безмолвный правитель так вежлив? Спросил Чу Тянь, отодвинув нефритовый сундук. Раз безмолвный правитель отнесся ко мне благородно, я должен ответить тем же. Безмолвный правитель фыркнул. В имперском городе я построю завод, который будет лучше завода центрального города. Если моим партнером будет безмолвный правитель, то все будет намного проще. Как считает безмолвный правитель, подтекст Чу Тяня был предельно понятен. В центральном государстве завод останется, а в имперском городе появится еще один. Заводом центрального города будет управлять торговое чудо, всем произведенным там оружием будет распоряжаться торговое чудо. Завод имперского города будет отвечать за снабжение армии. Чу Тянь достал из рукава свиток. Если безмолвный правитель сомневается, то вот начальный проект пистолета, который мы предоставляем безмольному правителю бесплатно в знак выражения честности. Безмолвный правитель был вне себя от радости. Но в то же время и серьезно злился. Мальчишка явно все спланировал и разыграл партию. Какая ненависть! Если безмолвный правитель не возражает, давайте обсуждать детали. Торговое чудо откроет завод в имперском городе, где торговое чудо и армия Южного Лета будут сотрудничать. Торговое чудо предоставит техническую поддержку, а армия — материалы и защиту. Сможет ли страна Южного Лета пользоваться энергетическим оружием? Вот что волновало безмольного правителя. План Чу Тяня его удовлетворял, так что они не стали терять время и подписали соглашение. Безмолвный правитель стал партнером торгового чуда. Безмолвный правитель был важным подчиненным, которого высоко ценил король Южного Лета. Если на стороне торгового чуда будет безмолвный правитель, то мало кто в стране Южного Лета пойдет против них.
Естественно, насущным вопросом, который надо было решить, оставались беспорядки, устроенные Чутянем в центральном государстве. Правитель может решить вопрос с центральным государством, чтобы ты сохранил тут свое влияние. Безмолвный правитель убрал чертеж пистолета, но ты не можешь здесь оставаться. Он не пытался усложнить Чутяню жизнь. Чутянь не был дворянином, не имел титула маркиза и полномочий маркиза. Король Южного Лета был великодушным правителем, однако любил контроль, и как он мог позволить, чтобы Чутянь правил центральным государством, он уже был к этому готов. Кто говорил, что Чутянь будет править только центральным государством? В стране Южного Лета имперский город был самым важным городом, где были собраны ресурсы всех 8 государств. Если торговое чудо хотело расширяться, в итоге им пришлось бы пойти в имперский город. Чутянь уже захватил центральное государство, поэтому отправился в имперский город. Как только придет королевский приказ, я немедленно уеду. Достаточно моих слов. Теперь к другому вопросу встал безмолвный правитель, маркиз Запада, все же маркиз. Ты слишком долго держишь его в плену, думаю, настало время отпустить его. Без проблем, не теряя времени, Чутянь привел безмолвного правителя к маркизу Запада. Маркиз Запада сидел в заперти уже 3 дня. Его культивацию запечатали, а охраняли его 5 братьев Юй. Он был связан и походил на перемотанный рисовый мешок. «Господин маркиз Запада, смотрите, кто пришел. Маркиз Запада был маркизом и не мог стерпеть такого унижения. Он взревел: «Брат Чутянь, если хочешь убить меня, то убей». «Не унижай меня», — говорил он, как честный человек. Маркиз Запада понимал, что Чутянь не пойдет против него. Дело стало грязным уже тогда, когда маркиза Запада взяли в плен. Если маркиз Запада исчезнет, то семья Шангуань взорвет центральный город. По взмаху ладони оковы маркиза Запада рассыпались на куски. Упав на пол, маркиз Запада выплюнул несколько зубов, а на лице у него показалась паника. Что это за сила? Почему она оказалась такой мощной? Маркиз Запада, ты разочаровал правителя. Раздался глухой и суровый голос. Подняв взгляд на человека, который стоял перед ним, маркиз Запада вздрогнул. Ты. Безмолвный правитель был весьма зол на него. Если бы маркиз Запада не привел такую большую армию, приобрели бы дела такой оборот? Что касается переписанного письма, то безмолвный правитель полагал, что это дело рук кого-то из окружения совершенного правителя. Казалось, что удар нанесен маркизу Запада, но на самом деле он мог задеть и других людей, у маркиза Запада пропали все мысли. Как это произошло? Откуда взялся безмолвный правитель, командир 3 правителей, даже король Южного Лета не мог сравниться с его силой и влиянием? Кто бы мог подумать, что такая личность появится в месте вроде центрального государства? Стиснув зубы, маркиз Запада спросил: «За что безмолвный правитель меня унижает?» «Унижаю». Безмолвный правитель ударил маркиза Запада и швырнул его в стену. Командира схватили, армию схватили. Ты понимаешь, какая судьба ждала бы вас на настоящем поле боя? Ты унижаешь народ. Даже если противник тебя не убил, тебя убьет правитель. Испугавшись угрозы убийства, маркиз Запада задрожал. Он не понимал, почему безмолвный правитель так гневается, поэтому честно сказал: «Безмолвный правитель прав, но Чутянь, заткнись. Королевский приказ велел тебе прибыть в центральное государство, но не приводить с собой армию. Тебе повезло, что беды не случилось, иначе король Южного Лета не простил бы тебя», — хладнокровно произнес безмолвный правитель. «Из уважения к совершенному правителю я не буду тебя преследовать. Еще я надеюсь, что ты скажешь совершенному правителю, что я знаю его границы и не хочу на него давить». Сказав это, безмолвный правитель хлопнул в ладоши. Бесчисленные невидимые кинжалы разрезали цепи на теле маркиза Запада. Тот без сил рухнул на землю и пристыженно встал. Поклонившись безмолвному правителю, он пристально посмотрел на Чутяня. Он не понял, что случилось, но предположил, что Чутянь заручился помощью безмолвного правителя. Безмолвный правитель лично прибыл в центральный город, и это доказывало важность Чутяня. Великий ученый, маркиз Божественного Ветра, маркиз Золотой Стрелы. Чутяня поддерживали многие эксперты, у маркиза Запада было слишком мало сил, чтобы сражаться с Чутянем. Забирай армию Южного государства и проваливай. Чутянь ни капли не боялся безмолвного правителя. Я преподал тебе небольшой урок. В следующий раз, когда поедешь в центральное государство, лучше тебе обойти его стороной. Маркиз Запада неловко покинул центральное государство. Разобравшись с армией Южного государства, безмолвный правитель покинул штаб-квартиру торгового чуда. Я должен вернуться в имперский город. Надеюсь, центральный город сам о себе позаботится и больше не вызовет неприятностей. Я никогда не вызываю неприятностей, обычно меня беспокоят другие люди. Надеюсь, что так, не задерживаясь, безмолвный правитель немедленно улетел на Грифоне. Вопрос решился, и Чутянь протяжно вздохнул, ощущая несравненную расслабленность.
Глава 272. Авангард имперского города. Когда безмолвный правитель покинул центральное государство, Чутянь закрылся в лаборатории, и никто не знал, чем он занимался. Ежедневно в лабораторию Чутяня отправляли массу ресурсов, которые стоили примерно 200 тысяч золотых монет. Материалы эти были очень ценными, к ним даже прилагались эликсиры третьего класса. Торговое чудо уже не было таким, как прежде, у них появились деньги и каналы. Они быстро удовлетворяли просьбы Чутяня. Статус Чутяня был очень высоким, поэтому, чтобы он не попросил, никто не задавал лишних вопросов. Через неделю Чутянь вдруг объявил, что на носу важная встреча, и пропустить ее не может никто из высокопоставленных лиц. Все медленно вошли в зал. Первыми вошли две красивые девушки. Старшая сестра была торжественно красива, а младшая блистала невинной красотой. Они были кровными сестрами, однако вели себя по-разному. Невинные юноши предпочли бы влюбиться в чистую Мэн Ин, а молодые мастера предпочли бы Мэн Цину, потому что любили вызовы. Пришли и другие красавицы. Наньгун Юнь была пылающей и напористой, что люди и любили, и ненавидели. Юнь Яо была мятежной, как роза в шипах. Чэнь Бин Юй была ледяной, как богиня холода. Фэн Цай держалась в стороне, как принцесса. Появившись в одном месте, они создали весьма стильную атмосферу. Следом зашли Юнь Тяньхэ, Юнь Ся, маркиз Божественного Ветра, Гоу Цаньцу и остальные. Сегодня обсудим важный вопрос, но перед этим нужно сделать еще кое-что. Чутянь выложил на стол 5 нефритовых коробок. Сегодня вам повезло, и президент решил всех вас наградить. Это 5 углубленных королевских таблеток, которые я создал, и получат их 5 из вас: Мэн Цин У, Мэн Ин, Наньгун Юнь, Юнь Яо и Фэн Цай Ды. Взгляните. Это святые таблетки высшего класса. Когда они открыли коробки, из них сразу вырвалась мощная духовная сила. Золотисто-желтые таблетки оказались гладкими. В них с первого взгляда было видно святые таблетки высшего класса. Неплохо. Это был последний шедевр Чутяня. От безмольного правителя Чутянь получил шестилистную корону, святое лекарство высшего класса. Оно редко доставалось даже эксперту царства истинной души, что уж говорить о Чутяне, культиваторе царства прославленной души. Шестилистная корона состояла из 6 сегментов, а Чутянь, разделив ее на части, создал 6 святых таблеток высшего класса. Лично создав таблетки, Чутянь значительно усилил их эффект. Прогресс ощутил бы даже эксперт царства истинной души, что уж говорить про экспертов царства прославленной души. Применив некоторые эликсиры и святые лекарства, Чутянь достиг пика 4-го уровня пробужденной души, а теперь готовился достичь 5-го уровня, приняв углубленную королевскую таблетку. Естественно, принимать другие таблетки было бесполезно, поэтому оставшиеся 5 разделили между остальными. Они достались Чутяню, Ин, молодой госпоже и Наньгун, 4 важных сотрудника. Маркиз Божественного Ветра тоже поддерживал Чутяня и даже не побоялся заступиться за него в имперском городе. Чутянь должен был его отблагодарить, поэтому одну таблетку отдал Цай Ды. Очень помог ему и Юнь Тяньхэ. В конце концов, если бы не поддержка семьи Юнь, когда Чутянь прибыл в центральное государство, он бы не создал прочный фундамент и не пережил бы угрозы 3 великих семей. Поэтому он дал таблетку и Юнь Яо. Мэн Цин У и остальные взволновались, а маркиз Божественного Ветра и Юнь Тяньхэ остались довольны, потому что это было справедливо. «Таблетки выданы, пришло время говорить о делах», — сказал Чутянь, прочистив горло. «Под моим руководством торговое чудо стало основной силой центрального города. Почему вы все так на меня смотрите? Понимаю, я великий, но не надо так мне поклоняться. Центральное государство многого не даст, поэтому сегодня мы поговорим, как войти в имперский город». Мэн Цин У возразила: «Мы ничего не знаем про имперский город. Не слишком ли рано переносить все объекты? Расслабься, благодаря безмольному правителю в имперском городе никаких происшествий не будет. К тому же, ты не совсем права. Мы не переносим объекты, а создаем новую точку опоры», — прямо ответил Чутянь. «Ситуация в центральном государстве простая, у нас очень хорошая позиция, так с чего бы нам сдаваться и отказываться от имперского города? Центральное государство будет для торгового чуда главной базой продукции и коммуникаций, и это не идет вразрез с завоеванием имперского города. Центральное государство станет главной штаб-квартирой торгового чуда. Именно там был фундамент торгового чуда, несравнимый ни с чем другим ни в поддержке, ни во влиянии. Центральное государство располагалось в центре королевства, позволяя им двигаться во все направления. Впереди находился имперский город, так что вторжение гончих войны на них не влияло. Благодаря стабильности, безопасности и доступности центральное государство всегда будет иметь для торгового чуда стратегическое значение. Старец Гу, надеюсь, ты сможешь вернуться в имперский город». «Что? Вернуться в имперский город?» Паник Гоу Цаньцу. «Думаешь, я уеду? У секты Юнь много незавершенных проектов, и даже если я умру, то умру тут.
В имперском городе есть безмолвный правитель, и что я могу сделать? Мне остается лишь заниматься здесь исследованиями. Хочешь, чтобы старец вернулся? Невозможно. Компания не интересовала Гоу Цань Цу, он всего лишь хотел заниматься исследованиями. В секте Юнь он нашел свой дом. Даже если бы появился огромный дракон, тот не смог бы вытащить его из секты Юнь. Почему ты волнуешься? Я даже не договорил. Беспомощно посмотрел на него Чутянь. Я хочу, чтобы ты вернулся в имперский город и стал авангардом. Авангардом. Сектой Юнь центрального города руководит Юнь Тяньхэ, поэтому я решил создать еще один исследовательский центр в имперском городе. Гоу Цань Цу был ошеломлен. Чутянь продолжил. Исследовательский центр в центральном городе, секта Юнь, члены семьи Юнь, занимающиеся этим больше века. Раз у нас есть такой ресурс, как мы можем тратить его впустую? Благодаря превосходству в имперском городе мы создадим другой исследовательский центр. Имеешь в виду ветвь секты Юнь? Разволновался Гоу Цань Цу. Это и правда здорово. Не смею ничего обещать, но у меня есть престиж среди ученых. Когда я дам клич, отзовутся многие знаменитые ученые страны Южного Лета. В имперском городе больше ресурсов, и мы сможем создать крупный исследовательский центр. Все так и было, торговое чудо разрасталось, а Чутяню требовалось все больше проектов. Исследовательская команда за ним не поспевала, и если торговое чудо приходит в имперский город, то должна прийти и секта Юнь. Чутянь сообщил Мэн Цин У и остальным. Вы пойдите со старцем Гау и поможете ему создать исследовательский центр. Еще вы создадите фундамент для торгового чуда. Надеюсь, благодаря старцу Гоу никто в имперском городе вам не помешает. Надеюсь, когда я приеду, все будет готово. На несколько секунд Мэн и наторопела. Мы едем в имперский город, все в порядке. Слабо улыбнулась Мэн Цину. Ты всегда направляешь нас, поэтому мы поедем. Сестрам Мэн Чутянь доверял сильнее всего. Гоу Цань Цу понял, что Чутянь доверил ему самых важных людей, а этого было достаточно, чтобы продемонстрировать доверие. Ударив себя в грудь, он пообещал: «Можешь быть уверен, в имперском городе легко пользоваться моей репутацией. Я непременно защищу двух молодых госпож и отвечу собственной головой. Если случится неприятный инцидент, король Южного Лета и безмолвный правитель хотели иметь дело с Чутянем». Ситуация была слишком смутной, поэтому Чутяню не следовало лично ехать в имперский город, лучше было отправить сестер Мэн. Безмольному правителю нужна была помощь в строительстве завода по производству энергетического оружия, а Гоу Цань Цу нужна была помощь в создании филиала секты Юнь. Мэн Цин обо всем позаботится, построив магнитные звуковые вышки и магнитные видеовышки. Никто не посмеет открыто выступать против нее, учитывая защиту двух великих личностей. К тому же, Мэн Цину тоже была необычным человеком, поэтому Чутянь в нее верил, этот вопрос решен. У кого-нибудь есть возражения? У меня встали 3 красивые девушки. Это были Наньгун Юнь, Фэн Цайды и Юнь Я. С тех пор, как Наньгун Юнь стала главным партнером, Чутянь планировал отправить ее с сестрами Мэн, потому что она заслуживала доверия. Что касается Фэн Цайды и Юнь Я, то они не стояли в первой очереди. Наньгун Юнь не хотела ехать в имперский город, Юнь Я и Фэн Цайды хотели совсем противоположного. Наньгун Юнь объяснила причины. «Я член семьи Наньгун, а семья Наньгун злится на нас. Если я поеду в имперский город, у них будет возможность с нами столкнуться. Если ход сделают министры семьи Наньгун, их не сможет остановить даже безмолвный правитель, смысл в этом был». Наньгун Юнь в имперском городе обладала особым статусом. Юнь Я и Фэн Цайды сказали, что могут помочь сестрам Мэн создать в имперском городе фундамент. «Значит, немного изменим план, и Наньгун Юнь сейчас не поедет», посмотрел на них Чутянь и сказал: «Что касается вас, то вам не стоит беспокоиться, потому что о вас я не забыл. У меня есть особая миссия». Чутянь развернул на столе карту страны Южного Лета. Вы будете отвечать за строительство ультраволновых вышек и создание информационной сети в основных городах государства. Вы подарите нам возможность проводить трансляции по всей стране Южного Лета. Эта задача очень важна для нас, важна стратегически. Я подготовил 3000 рабочих торгового чуда и помощь маркиза Божественного Ветра и старца Юнь. Фэн Цайды, Юнь Я и Юнь Ся возглавят команду и справятся с миссией за 1-2 месяца, это всех поразило. Когда миссия подойдет к концу, это изменит не только влияние торгового чуда, но и жизнь людей. «Босс, ты знаешь, что мне может не хватить способностей», странным тоном возразил Юнь Ся. «Ты должен поручить это моей старшей сестре». «Жалкий ублюдок», ударил по столу Юнь Тяньхэ. «Президент поручил тебе эту задачу, потому что высоко тебя ценит. Не смей говорить глупостей, гладкое завершение этой миссии станет великой заслугой». Юнь Ся беспомощно согласился. Ах, какое невезение. Он был обречен на тяжкий труд, ревущий ветер и палящее солнце. Никто не возражал против плана Чутяня. Когда наступил вечер, сестры Мэн вместе с Гоу Цань Цу отправились на площадь.
Там уже была королевская гвардия, и членам торгового чуда предоставили грифонов. Мэн Ин и ее старшая сестра уселись на мощного грифона. «Чутянь, как только выйдет королевское воззвание, ты должен немедленно приехать в имперский город, чтобы встретиться с нами, понятно? Если посмеешь опоздать, и я тебя побью. Так жестоко?» — спросил Чутянь, притворно испугавшись. «Тогда мне лучше подчиниться», — Мэн Ин удовлетворенно кивнула. «Я уезжаю. Ты хочешь мне что-нибудь сказать?» «Нет». «Нет». Вскинула брови Мэн Ин, а ее белое лицо покраснело. «Бессовестный, нет смысла о тебе заботиться. Я тебя игнорирую, что у нее в голове? Ладно, ладно, Ин, молодая госпожа, это моя вина, хорошо? Осторожнее в путешествии», — сказал Чутянь и достал коробку. «Это автомат, сделанный специально для вас, стоимостью в 1 000 000. Он сделан из святых металлов 2-го класса, поэтому не расплавится и сможет убить эксперта прославленной души. Если кто-то в имперском городе посмеет над вами издеваться, просто застрелите его. Не бойтесь, я с вами». Мэн Ин тут же сменила гнев на милость. «Успокойся, никто не посмеет меня запугивать. Не мог бы ты учить ее хорошему?» Сердито уставилась на него Мэн Цину. «Ты портишь Ин. Молодая госпожа ведь не будет ревновать, не так ли?» Выражение лица Мэн Цину стало странным. Собака не может утащить слоновую кость. «Действительно, я не сделал тебе автомата, потому что с твоим характером он не понадобится», сказал Чутянь и достал большой свиток. «Но у меня есть техническая информация, которая поможет молодым госпожам окончить работу в имперском городе». Мэн Цин поразилась. «Подумать только, у тебя есть совесть. Вы готовы?» Подошел Гоу Цань Цу. «Нам пора улетать». «Да, давайте». Подняв сверкающий серебристый автомат, Мэн Ин кинула на Чутяня нетерпеливый взгляд. «Чутянь, старшая Наньгун, старшая Цайды, старшая Юнья, будьте осторожны. Встретимся в имперском городе». Отряд грифонов поднялся в воздух и исчез вдали. Глава 273. Покидает центральное государство. Время было дорого, а Чутянь не мог совсем разобраться. Он не хотел контролировать все, поэтому делегировал обязанности. Он позволил младшим партнерам стать более значимыми. Поэтому решил разделить команду на 3 группы. Первой были Гоу Цань Цу и сестры Мэн, направляющиеся в имперский город, чтобы создать рынок для торгового чуда. Второй группой были маркиз Божественного Ветра, его дочь и брат и сестра Юнь, которые создавали по всей стране информационную сеть торгового чуда. Третьей группой были Чутянь и Юнь Тяньхэ, создающие изобретения для торгового чуда и работающие на оружейном заводе центрального государства. Чутянь договорился с безмольным правителем, что завод в имперском городе не может быть меньше, чем завод в центральном городе, а технологии имперского города не могут отставать. Это означало, что если в центральном государстве будет много оружия, то имперский город должен располагать тем же количеством. Если центральное государство создаст новое оружие, то имперский город тоже должен его производить. Обе стороны продавали товар. Имперский город продавал армии. Центральное государство продавало исключительно торговому чуду. Это обеспечивало армию страны Южного Лета подавляющим энергетическим оружием. Безмолвный правитель считал план безупречным, однако не догадывался, что Чутянь обманул его. В центральном государстве был не только завод энергетического оружия, не уступающий имперскому городу, но и единственный в стране завод энергетических источников. У имперского города не было такого преимущества. В центральном государстве, особенно в городе Южного Неба, было много кристаллической нефти. Множество месторождений превратили город Южного Неба в крупнейшую базу для производства энергетических источников. Поставлять источники в центральное государство отсюда было удобнее всего. Даже если бы безмолвный правитель это понял, было бы слишком поздно. Без магазинов энергетические пистолеты были металлоломом. Чутянь пообещал безмольному правителю чертежи энергетического пистолета и его дальнейшее совершенствование, но разве этого было достаточно? В его руках осталась технология изготовления магазинов. Выходило, что безмолвный правитель все равно зависел от настроения Чутяня. Именно поэтому Чутянь так легко согласился. Договорившись, Чутянь поручил строительство завода Юнь Тяньхэ и маркизу Божественного Ветра. Закрывшись у себя, Чутянь сосредоточился на прорыве. В имперском городе было много выдающихся людей, бесчисленных гениев и могущественных семей. В семьях Дунфан, Шангуань и Наньгун было несколько десятков тысяч чиновников и официальных гостей и больше 100 тысяч учеников. Трудно было пересчитать их таланты, Чу Синхэ было очень сильным. Конечно же, он был сильным, уже больше 10 лет в центральном государстве ему не было равных. Чу Синхэ был одним из лучших, даже если рассматривать все 8 государств. Имперский город был совсем другим. Там было больше ресурсов и влиятельных семей, так что там можно было встретить несколько талантов уровня Чу Синхэ.
В центральном городе Чутянь мог высокомерно посмеиваться, но в имперском городе он звездой не был. Не стоило забывать, что Чутянь грязно выступал против людей, которых неизбежно оскорблял. Поэтому ему следовало увеличить силу, у торгового чуда было много денег. Однако они могли найти лишь святые лекарства низшего класса и редкие святые лекарства среднего класса. Эти невероятно ценные лекарства, стоящие больше 100 миллионов, могли помочь Чутяню прорваться, однако это отняло бы слишком много времени. Ждать Чутянь не хотел, поэтому сгустил краски, чтобы получить святое лекарство высшего класса. Разделив его на 6 частей и создав углубленные королевские таблетки высшего класса, он добился нужного эффекта. «Малец, защищай меня». «Я хочу прорваться», Лисенок встал у двери. Чутянь принял углубленную королевскую таблетку и стал очищать ее энергию. Тело сразу ощутило эффект, а меридианы наполнились духовной энергией. Духовная энергия стекалась в его дантянь, словно реки, впадающие в море. В море сознания возникла могущественная сила, способная разорвать его тело. Чутянь чувствовал, что пробуждение основного духовного источника становится все глубже. Из души струилась энергия, окружающая Чутяня темным туманом. Его духовная энергия возрастала. Сможет ли он сдержать ее? Сейчас не время. Решительно возразил Чутянь духовному источнику, который был близок к беде. «Возвращайся ко мне и засыпай». Из глубины его души донесся рык, в котором слышались раздражение, недовольство и гнев. Высвободилось мощное давление, которое оказалось весьма шокирующим. Почуяв опасность, Лисенок вскрикнул, а шерсть его встала дыбом. Эта аура возникла в комнате. Осмотревшись, Лисенок лег на пол. Вылизывая когти розовым языком, он непринужденно думал. Духовный источник хозяина становится сильнее. Его хозяин наверняка стал сильнее, однако он был весьма странным. Его основной духовный источник явно был очень сильным, так почему он изо всех сил его подавляет? Это не соответствовало его заносчивому характеру. Неважно, Лисенок собирается спать, что теперь может волновать его спустя неделю. Чутянь вышел из-за закрытых дверей, достигнув 5-го уровня пробужденной души. Прорыв дался Чутяню нелегко. «Эй, эй! Я просил, чтобы ты охранял меня, почему ты спишь?» Чутянь пнул Лисенка, лежащего на полу, в мягкий бок. Последние несколько дней кто-нибудь приходил, встав, Лисенок потер глаза. Долго зевнув, он помотал головой. Что делает безмолвный правитель? Прошло уже 2 недели, почему до сих пор нет королевского воззвания? Не терпелось Чутяню. Пошли в лабораторию. В личной лаборатории Чутяня были 18 трупов инь, которые закалялись в деревянных бочках. Воспоминания духовного бога, полученные в Центральной государственной башне, дали Чутяню несметное количество преимуществ, в том числе и метод очищения божественной крови трупов инь. Но они дали ему и головную боль. Труп инь, прошедший очищение, на следующий раз требовал более высокой концентрации божественной крови, а эффект уже не был идеальным. Чутянь искал причину и понял, что эссенция крови в трупах инь высохла, поэтому божественная кровь не могла попасть в их мертвые тела. Успех первого очищения заключался в том, что у него было много таблеток эссенции крови. Что Чутяню оставалось делать? Он не мог убивать невинных людей, как демонический культиватор, бросать 18 трупов инь было жалко, однако держать их было бесполезно. Головная боль Чутяня нарастала. «Подъем!» Позвонил в колокольчик Чутянь. Трупы инь вылезли из бочек. Они стали немного сильнее, однако застряли на пике 4-го уровня пробужденной души, а развиваться дальше им было тяжело. Отлично. У них все еще была ценность. Чутянь посмотрел на прозрачный хрустальный горшок, где плавала нефритовая божественная кость. Во взгляде Чутяня мелькнула боль. Божественную кость он получил в Центральной государственной башне. Она казалась слишком крепкой. Чутянь сделал все, что только мог, однако так и не понял, как ее применить. Он знал про ее ценность, но не мог ей воспользоваться. Он мог лишь отвезти ее в имперский город и попытать счастье там. Чутянь помогла секте Юнь в исследованиях, управлял строительством завода торгового чуда. Центральная государственная гавань была достроена, завод энергетического оружия и завод энергетических магазинов только начали строить, а Наньгун Юнь культивировала за закрытыми дверями. С отъезда безмольного правителя прошло 20 дней. Новостей не было. Если с молодой госпожой ничего не случилось, она уже должна была проявить себя в имперском городе. Может ли безмолвный правитель справиться с заданием? Босс. Вбежала взбудораженная Наньгун Юнь, пока его терзали сомнения. Она потащила Чутяня на улицу. «Скорее, здесь гонец имперского города. Почему ты его не приветствуешь? Говорю тебе, если ты снова напортачишь, то уже никогда не попадешь в имперский город. Имперский город послал гонца, а не карательные отряды».
Значит, безмолвный правитель справился. Чутянь не ожидал, что это займет столько времени. Чутянь последовал за Нангун Юнь. Сначала он увидел Грифона, а потом и маркиза Божественного Ветра, который стоял рядом. Естественно, он должен был поприветствовать их как маркиз и как мэр. «Чутянь, слушай королевское воззвание». Не теряя времени, гонец читал воззвание. После тщательного расследования было установлено, что причиной беспорядков в центральном государстве стали 3 великие семьи. Хоть Чутянь и совершил много ошибок, учитывая твои заслуги в громовом государстве и государстве Цин, особый вклад в развитие королевства, король прощает Чутяня за его преступления и дарует ему титул ученого. Просим Чутяня быстро отправиться в имперский город, чтобы получить награду. Они, наконец, позаботились об этом. Узнав новость, маркиз Божественного Ветра обрадовался. Безмолвный правитель и правда непрост, он добился для тебя титула ученого. Титул ученого. Полюбопытствовал Чутянь. Как можно его применять? Маркиз Божественного Ветра произнес: в стране Южного Лета есть лишь 10 человек с титулом ученого, а самый старый ученый — это старец Юнь. А великий ученый — совсем другое дело, у него титул великого ученого, сказал маркиз Божественного Ветра и объяснил: есть титулы ученого, великого ученого страны, великого ученого страны, мудреца и великого мудреца. В каждой стране ограниченное количество людей, которым можно даровать титул. Фактически старец Юнь стал великим ученым, благодаря знаниям, однако в стране Южного Лета может быть лишь один великий ученый. Титул ученого эффективен не только в королевстве, но и в других странах. Чутянь кивнул. Сначала великий мудрец, а теперь всего лишь скромный ученый. Какое понижение статуса? Получив титул ученого, ты станешь настоящим ученым, и тебя признает страна Южного Лета. Титул ученого дает много преимуществ. Например, не надо стоять перед королем на коленях, можно не нести несправедливых наказаний. В стране Южного Лета не так уж и много ученых, поэтому это серьезный титул. Чтобы пойти против тебя королю Южного Лета, нужна была весомая причина, иначе его не только бы стали презирать собственные граждане, но и другие королевства людей. Так оно и было. Должно быть, это дело рук безмольного правителя. Получив титул ученого, Чутянь обзавелся защитным барьером и теперь мог с уверенностью ехать в имперский город. Раз так, то ему следует немедленно выезжать. Пришло время отправляться в имперский город. Отослав гонца, Чутянь сказал Нангун Юнь: приготовьтесь со старшей Бин, мы покидаем центральное государство. Что? Уезжаем прямо сейчас. Не беспокойся. Нангун Юнь была несколько подавленной. Мне нужно навестить отца, мы должны выехать до того, как новости распространятся, иначе это будет не так-то просто. Успокойся, твой отец живет прекрасной жизнью. Когда построят коммуникационную систему торгового чуда, ты сможешь говорить с ним, когда захочешь. Хватит слов, мы уезжаем. Ладно, я слушаюсь босса. Глава 274. Отъезд. Когда наступила ночь, раздался протяжный гул рога. Восточные ворота центрального города уже были закрыты, однако мосты опустили, и к гавани, залитой лунным светом, подъехал экипаж, охраняемый рыцарями. Их поджидал черный корабль среднего размера. Опустились сумерки. Огромное озеро 4 государств. Маркиз Божественного Ветра и Юнь Тяньхэ смотрели на озеро, чувствуя в душе некоторую печаль. Издав горький смешок, Юнь Тяньхэ произнес: тебе правда нужно уезжать в такое время? За плечами Чутяня, одетого в мантию с капюшоном, висели тыква и длинный меч. На поясе висели колокольчик, а неподалеку стояли 18 трупов инь, которые не бросались в глаза. А кто знал, что я стану в центральном государстве идолом? Если я уеду открыто, разве я смогу уехать? Чтобы сердце девушек центрального государства не разорвались от боли, я должен уехать рано. Ты должен меня понять. Маркиз Божественного Ветра засмеялся. «Мальчишка, ты и правда не знаешь, что такое скромность. На самом деле я очень скромный», — отмахнулся Чутянь. «Больше ничего не скажу. Пора отчаливать. Будьте осторожны, береги себя». Имперский город отличается от центрального государства. Снаружи 20 племен гончих войны, а внутри склоки. Ты должен быть осторожен и не поступать импульсивно. Понял. Маркиз Божественного Ветра говорил непринужденно. Если бы этот мальчишка прислушивался, разве это был бы Чутянь? Когда корабли отчалили, со стороны центрального города приблизились огни, и к гавани побежали несколько сотен человек. Чутянь удивленно вздохнул. Что? Я думал, это достаточно секретное место, однако его все же нашли. Идол, мы пришли, чтобы проводить тебя. Когда ты приплывешь в имперский город, тебе надо будет хорошо поработать. Ты приведешь торговое чудо в имперский город, а потом и на весь континент. В гавань забежали несколько сотен молодых людей, которые держали фонарики торгового чуда. Корабль Чутяня уже отплыл, поэтому они выстроились так, чтобы фонарики образовали иероглиф «Тянь, до свидания».
Энергично помахал им Чутянь. «Жду вас всех в торговом чуде. Мы непременно присоединимся к торговому чуду». Это уж точно, брат и сестра Линь и несколько сотен Небесного Союза были тронуты до слез. Чутянь прожил в центральном городе несколько месяцев, а теперь переезжал в имперский город. Его прогресс оказался слишком быстрым, и его последователи за ним не поспевали. Но это лишь усилило их и без того крепкую веру. Если бы достичь его уровня было так легко, стал бы он их идолом, все они в глубине души поклялись, что непременно станут частью торгового чуда. Даже если они не смогут догнать Чутяня, они поддержать торговое чудо, внеся лепту в чудесную эпоху, постепенно корабль исчез из поля зрения. На темной земле центрального города сверкали огни. В каюте сидела за столом ошеломленная Наньгун Юнь. Перед ней стояла консервная банка, однако она не ела. Нахмурив брови, она о чем-то думала. А Наньгун волнуется. Вошли Чутянь и Чэнь Бин Юй. Чутянь понимал, что беспокоит Наньгун Юнь. В семье Наньгун у нее был особый статус. Особенно после того, как Чутянь покалечил Наньгун Чжи, а семья стала считать ее наполовину предательницей. «Хочешь выпить?» С удовольствием Чутянь налил в бокал медовое вино. «Ты знаешь, что такое семья Наньгун и имперский город? Я мало что помню. Опустошила Наньгун Юнь бокал. Мы с отцом покинули имперский город, когда мне было 9, а сейчас мне 19. За 10 лет я забыла, как выглядит имперский город. Помню лишь то, что когда мастера нашей секты убили гончие войны, счастливые дни нашей семьи закончились. Под мастером секты имелся в виду не глава секты, а преемник первой очереди. В семье Наньгун было 2 маркиза, один из которых был маркизом затухающего огня из печного государства, а второй — маркизом полыхающего огня. Оба были кровными родственниками и самыми успешными сыновьями. Маркиз полыхающего огня был старшим, а маркиз затухающего огня — 6-м сыном. Семья Наньгун была очень древней семьей. В ее истории было больше моментов славы, чем в истории семей Дунфан и Шангуань. Семья Наньгун существовала задолго до страны Великого Лета. Когда страна Великого Лета пала, за дело взялась семья Дунфан, а семья Наньгун стала их величайшим союзником. Семья Наньгун и на сегодняшний день обладала сильнейшей армией в стране Южного Лета. Главной армией командовал безмолвный правитель, однако армия других областей управляла семья Наньгун. Армия полыхающего огня, которой руководил маркиз полыхающего огня, была сильнейшей армией страны Южного Лета, повергающей гончих войны в страх. Наньгун Юнь происходила из семейной ветви маркиза полыхающего огня. Маркиз полыхающего огня и армия полыхающего огня поражали страну Южного Лета. Сам по себе маркиз полыхающего огня был очень сильным и спокойным и обладал самыми высокими шансами получить титул правителя. Никто не ожидал, что 10 лет назад в трагическом сражении армия полыхающего огня будет уничтожена, а маркиза полыхающего огня убьют. Среди 3 великих семей семья Наньгун была второй, но после резкого падения их место заняла семья Шангуань. 2 маркиза семьи Наньгун потеряли уважение, а поддерживать их остался лишь маркиз затухающего огня. Сильнее всего на титул правителя Пылающего Солнца засматривался маркиз затухающего огня. Семья маркиза полыхающего огня не могла с этим смириться. Они хотели, чтобы этот титул унаследовал старший сын маркиза полыхающего огня. Его старшим сыном был старший двоюродный брат Наньгун и Наньгун, и, естественно, поддержал его. Все закончилось неудачей, старший сын маркиза полыхающего огня проиграл. Маркиз затухающего огня стал подрезать семье маркиза полыхающего огня крылья. Семью маркиза полыхающего огня изолировали, отправили в отдаленные города или в армию. У 28-летнего Наньгун и был хороший талант, однако он не смог стать даже старейшиной. Сослали его из-за Наньгун Юнь. В конце концов, у Наньгун Юнь был слишком сильный талант. Правителю Пылающего Солнца было уже 100 лет, и подхватить знамя мог лишь маркиз затухающего огня. Взвесив плюсы и минусы, он решил держать один глаз закрытым. Пока дело не зашло далеко, он не собирался волноваться. «Смешно», — воскликнул Чутянь, выслушав объяснение Наньгун Юнь. Правитель Пылающего Солнца стар и глуп. У Наньгун Юнь духовный источник божественного класса, однако его сослали в глушь, вместо того, чтобы лелеять. Смешно. Чэнь Бин Юй мягко произнесла. Маркиз затухающего огня его сын, а Наньгун Юнь родилась в семейной ветви. Правитель Пылающего Солнца не очень мудр, в нем слишком много эгоизма. Так оно и было. Понимаете? Сердито хлопнула по столу Наньгун Юнь, выпившая несколько бокалов вина, у нее слегка кружилась голова. За 10 лет от семьи маркиза полыхающего огня осталось не так много человек. Конфликт ослабил семью Наньгун, и теперь даже семья Шангуань сильнее нас. Во время кризиса поднялась семья Дунфан, которая отбивалась от захватчиков и защищала половину земель королевства.
В семье Наньгун было много генералов, которые скакали по полям сражений и обрастали выдающимися заслугами. Что делала семья Шангуань? Что они сделали, чтобы стать одной из 3 великих семей? Семья Шангуань была семьей дипломатов и министров внутренних дел. Когда страна Великого Лета пала, на них напали гончие войны, однако вмешалась семья Шангуань. Посеяв между племенами гончих войны раздор, они спровоцировали междоусобную борьбу и объединили большие и малые семьи страны Великого Лета. Они укрепили страну. Все междоусобные конфликты гончих войны были связаны с семьей Шангуань. К тому же, семья Шангуань наладила отношения с другими странами и расами, которые в критические моменты помогали стране Южного Лета. 3 великих семьи получили такой статус давным-давно. Выслушав Наньгун Юнь, Чутянь примерно представил ситуацию в имперском городе. Что касается конфликта между великими семьями, Чутянь презрительно фыркнул. Но ему следовало подготовиться. Город Южного Неба был слишком бедным на ресурсы, и прогресс Наньгун Юнь был крайне медленным. Однако ее внезапный прогресс должен был привлечь внимание маркиза Затухающего Огня. Маркиз Затухающего Огня пытался присвоить торговое чудо лишь ради того, чтобы помешать росту отца и дочери Наньгун. Хоть он и потерпел неудачу, однако у него явно был запасной план. Неважно, Чутянь уже оскорбил короля Южного Лета и совершенного правителя, к чему волноваться из-за маркиза Затухающего Огня. Как они могли не заметить, что маркиз Божественного Ветра стал подчиненным Чутяня, а маркиз Золотой Стрелы — его мечом? Что касается маркиза Запада, то он тоже был маркизом из дворянской семьи, однако не смог одолеть Чутяня. Наньгун Юнь посмотрела на Чутяня. «Босс, ты выступишь против семьи Наньгун, а ты этого хочешь. Почему ты спрашиваешь? Если хочешь выступить против них, я помогу тебе проучить семью Наньгун». Кто сказал, что я придерживаюсь закона? Если младших обижают, я должен принимать меры. Наньгун Юнь закатила глаза. Посмотрите только, как спокойно он про это говорит. Семья Наньгун — огромный зверь, ты правда будешь дразнить его ради меня? Однако в глубине души она была счастлива. Босс действительно оказался справедливым, она пошла за правильным человеком. Чутянь покачал головой. Страна Южного Лета слишком мала, а они следовали от центрального государства до имперского города. Полпути они плыли на север, вдоль озера 4 государств, а потом свернули в реку, текущую к имперскому региону. В общей сложности в стране Южного Лета было 8 областей и 1 регион. Императорский город находился в имперском регионе. Областей было 8: Центральное государство, Громовое государство, Южное государство, государство Цин, государство Цан, Печное государство, Западное государство и Северное государство. У каждой области была своя особенность. Центральное государство находилось в самом центре и было ключевой точкой. Громовое государство было важным местом для обучения, Южное государство было препятствием для варваров, государство Цин было государством ресурсов, а в государстве Цан разводили лошадей. Все лазурные штормовые лошади из штормовой кавалерии выросли в государстве Цан, каждая область страны Южного Лета была крайне важна. Поэтому охранять их должны были авторитетные люди, заручившиеся доверием. 8 маркизов Южного Лета были не только самыми сильными, но и самыми уважаемыми. Именно поэтому король Южного Лета был недоволен тем, что Чутянь стал управлять центральным государством. Король Южного Лета мог вытерпеть Чутяня, кличащего гонца, Чутяня, уничтожившего 3 великие семьи, однако не терпел Чутяня, который управлял государством, не обладая уважением маркиза. И Чутяню не оставалось ничего, кроме как отправиться в имперский город, хочет он этого или нет. Президент. Вошел лучший член банды огромной акулы. Боюсь, придется сменить курс. Чутянь полюбопытствовал. Почему? Мы планировали проплыть по каналу на границе государства Цан и имперского региона, а потом отправиться в имперский город по суше, но ситуация изменилась. В государстве Цан произошла череда убийств, вызвавшая большой переполох. Боюсь, оно будет кишеть экспертами из имперского города. Что произошло? Чутяню следовало прибыть в имперский город незаметно. Ему не следовало привлекать нежелательного внимания. Если расследование было крайне серьезным, то корабль из далекого центрального государства не мог не привлечь внимания. Убийство. Насторожилась Наньгун Юнь. Убийство. Что за убийство? Член банды огромной акулы покачал головой. Говорят, полностью убили население нескольких деревень, больше 1000 человек. Убили очень жестоко, и началась массовая паника. Что? Как нечто подобное могло случиться? Говорят, что вторглась группа гончих войны, говорят, что это дело рук могущественных демонических культиваторов. Слухи еще не подтверждены. Смотрите, Чутянь приказал. Высаживаемся. Что? Мы не так уже далеко. Давайте выберем наземный маршрут и по ходу дела осмотримся. Глава 275. Остатки. Чутянь решил высадиться в государстве Цан.
Государство Цан находилось всего в получасе езды от имперского региона. Государство Цан граничило с имперским регионом, и граница была довольно длинной. Имперский регион, государство Цан и северные равнины гончих войны были покрыты лугами. Огромный участок безопасной земли, простирающийся на 10 тысяч миль. Также государство Цан было основной базой коневодства для страны Южного Лета, где разводили почти всех знаменитых лазурных штормовых коней. Племена гончих войны были кочевой расой без постоянного жилья, и все из них были воинами. Когда они не воевали, то скрывались на равнинах. Нападали они со скоростью молнии и сбегали, как только выполняли задачу. Если бы не лучшая армия, как бы можно было справиться с гончими войны, государство Цан было очень важным пунктом. Но государство Цан граничило не только с имперским регионом, но с равнинами гончих войны, поэтому гончие войны часто нападали на него. Государство Цан было третьим государством по величине, однако по количеству населения был на третьем месте от конца. Под солнечным светом у озера колыхалась ароматная трава. В государстве Цан не было высоких деревьев или гор, зато были обширные пустые земли. Неплохая, отличная плодородная прерия, неудивительно, что здесь разводят лазурных штормовых коней. Чувственно вздохнул Чутянь, сойдя на сушу. Когда племя гончих войны было великим королевством гончих, король Клык напал на государство Цан, и страна Великого Лета чуть не потеряла самый важный регион для разведения лошадей. Как бы появилась страна Южного Лета? Эй! Недовольно сказала Наньгун Юнь. «Босс, тебе не кажется, что в таком случае не было бы ни тебя, ни меня? Если ты скажешь подобное в имперском городе, то навлечешь неприятности. Я просто сказал», — невинно улыбнулся Чутянь, «давайте сначала найдем место для отдыха». Перед Чутянем появился член банды огромной акулы, в нескольких сотнях миль от нас лишь город под названием Город Великого озера. Недавно туда прибыли наши братья из банды и создали на Великом озере базу. Там вы сможете отдохнуть и купить быстрых лошадей. Он всего в получасе пути от имперского региона, и до имперского города вы доберетесь за 3-4 дня. Чутянь удовлетворенно кивнул. Банда огромной акулы прибыла в государство Цан меньше 2 месяцев назад, а уже добилась успеха. У банды огромной акулы хорошее наследие, а с финансовой поддержкой торгового чуда мы будем развиваться стремительно. С радостным лицом взволнованно произнес член банды. Всего за месяц мы охватили не только озеро 4 государств, но и 16 новых регионов. Мы набрали больше 10 тысяч новых членов, и многие из них эксперты. Думаю, всего через несколько лет банда огромной акулы будет править водами страны Южного Лета, и тут перед ними появились много людей, которые были одеты как гражданские. Испуганно оглядываясь, они несли младенцев, тащили детей, гнали скот и держали в руках домашний скарб. «Эй!» — поинтересовалась Наньгун Юнь. «Куда вы так панически бежите?» Жители деревни явно были напуганы и бежали, словно за ними гнался злой призрак. «Вы еще не знаете, прошлой ночью в городе Великого озера всех убили. Убили несколько тысяч человек. Какая трагедия, надо бежать. Иначе придет демон, и все мы умрем». Они говорили по паре слов, словно не желали тратить время на болтовню, и бежали дальше. Что, в городе Великого озера случилась резня? Недавно Чутянь узнал про убийство в государстве Цан и около имперского региона. По пути он хотел с ними разобраться, однако они сами его нашли. «Что за бред вы несете?» — прикрикнул член банды огромной акулы, схватив старика. «Если и дальше будете молоть чушь, я вас изобью». Старик обмочился и чуть не упал в обморок. «Хватит!» Остановил Чутянь сердитого члена банды и подошел к напуганному старику. «Не нужно бояться, старче. Мы — культиваторы, которые направлялись в город Великого озера. Ты можешь рассказать, что там произошло? Вы все великие культиваторы», команда Чутяня весьма напугала старика. В этом мире была серьезная несправедливость. Если культиваторы убивали деревенского жителя, то всем было все равно. Мы жили в деревне неподалеку от города Великого озера, а я староста деревни. Этим утром я пошел на ярмарку в городе Великого озера, и кто мог подумать, что когда я приду? Меня сковало страхом. Мертвые всюду лежали мертвы, и они так трагически погибли. Никогда прежде я не видел подобного, я так испугался, верно? Сказал в стороне высокий мужчина с бледным лицом. Я тоже там был, староста говорит правду. Город Великого озера находится в 50 милях отсюда, а неподалеку кровожадные демоны, так что мы должны бежать. Они не люди, они демоны, поедающие людей и пьющие кровь. Если мы окажемся в их лапах, то нам конец, верно? Все они демоны, жители деревни разразились криками. Чутянь и остальные недоуменно переглянулись. «Пожалуйста, отпустите нас. Эти демоны слишком ужасающие, мы не хотим умирать», жители деревни боялись оказаться в ловушке, поэтому кланялись команде Чутяня. Чутянь и остальные снова переглянулись. Какое совпадение? Но страх людей был настоящим, а в городе Великого озера что-то произошло.
Жители не были совсем слабыми, самые сильные из них были на втором-третьем уровне совершенного тела. Но как они могли сражаться, неважно, сколько погибло людей, если произошла катастрофа. Те, кто стоял над ними, не обращали на них внимания, поэтому им оставалось лишь бежать. В ту эру граждане были беспомощными. «Можете идти». Чутянь понял, что ничего полезного ему не сообщат. Мы идем в город Великого озера. Город Великого озера был новым плацдармом банды Огромной Акулы и единственной опорой торгового чуда в государстве Цан, поэтому Чутянь должен был на это взглянуть. Команда стремительно кинулась к городу Великого озера. Еще издалека они учуяли запах крови. Новости оказались правдивыми, недавно произошла резня. У всех дрогнуло сердце. Ситуация складывалась скверная, в городе Великого озера было больше 10 тысяч жителей, но когда они вошли в город, то не увидели трупов, лишь пятна крови на земле. Проследовав по пятнам крови в центр, они увидели ужасающее зрелище, от которого по спинам пробежали мурашки. Неудивительно, что по пути они не видели трупы, все они были собраны здесь. Они лежали горой, похожие на кучу мусора. Страшнее всего было то, что трупы казались совершенно иссохшими, без капли воды. Их словно высушило ветром, вот только трагическая резня случилась прошлой ночью. Ах! Члены банды Огромной Акулы заметили несколько трупов. Это наши люди, они высохли, словно их них выкачали воду. Глазные яблоки торчали, рты открылись, а лица иссохли. Они погибли страшной смертью. Они все мертвы. 10 тысяч жителей и несколько сотен членов банды все мертвы. Черт возьми, кто это сделал? Банда Огромной Акулы наконец обосновалась в государстве Цан, потому что оно имело выход к воде. У них был прочный фундамент, чтобы развиваться дальше, но люди, отправленные в государство Цан, погибли. Все они были лучшими, банда Огромной Акулы и торговое чудо понесли серьезную потерю. У меня кипит кровь. Наньгун Юнь видела беду громового государства, однако там орудовали демоны. В городе Великого озера явно постарались люди, этого не могли сделать демоны. Многие были простыми жителями, почему они убили всех? Может быть, это и правда гончие войны? Чутянь осмотрелся. Гончим войны нелегко проникнуть в государство Цан или имперский регион. Если они действительно проникли в страну Южного Лета, то зачем им этот городок? Зачем? С негодованием спросила Наньгун Юнь. Естественно, чтобы грабить и сеять хаос. Неужели ты не понимаешь, что гончие войны кровожадны и не обладают натурой человека? Они явно могли так поступить. Нет, Чэнь Бин Юй осмотрела курятники и свинарники, зерно и скот остались на месте, это не в духе гончих войны. Что касается хаоса, то это точно неверно, прищурил глаза Чутянь, осматривая это пугающее зрелище. Уничтожение городка вроде этого не значит для страны Южного Лета ничего. Кому из аристократов государства Цан или имперского города будет интересна смерть граждан? Если бы они напали, то напали бы на конюшни государства Цан. Уничтожение одной фермы значимее уничтожения сотни деревень. Верно, даже если это сделали гончие войны, то почему они напали на маленькую деревню? Это были не гончие войны? Наньгун Юнь нашла это странным. Кто еще, кроме гончих войны, мог поступить так бессердечно, глядя на лужи крови на земле? Чутянь рассмотрел смутные следы. Лужи крови будто образовывали массив, однако это было слишком давно, и кровь уже засохла. Думаю, это были демонические культиваторы. Демонические культиваторы из всех трупов высосали эссенцию крови. Это могут быть лишь культивационные техники демонических культиваторов. Убить целый город было нелегко. Если это были демонические культиваторы, то они должны были быть известными, однако никто не приходил на ум. Будьте уверены, это касается не только банды Огромной Акулы, но и торгового чуда. Успокоил Чутянь членов банды, меня вывели из себя, и я с этим разберусь, конечно. Конечно же. Это случилось прошлой ночью, демонические культиваторы не могли далеко уйти. Сердито произнесла Наньгун Юнь. Мы должны поймать их, чтобы они заплатили собственной кровью, легко сказать, но как их найти, следов осталось мало. Высох даже кровавый энергетический массив, и Чутянь не мог его распознать. Лисенок повсюду бегал и принюхивался. Заметив что-то, он позвал Чутяня. Чутянь несколько удивился. «Ты знаешь, кто это сделал?» Лисенок решительно кивнул. Он выплюнул изо рта длинную серебряную иглу и несколько раз кивком головы указал на нее. Это люди вроде тех, которых мы встретили в пещере культа небесного демона. С сомнением почесал подбородок Кайян. Культ небесного демона. Чутянь достал из тыквы жетон. Если бы не это, он бы про него не вспомнил. Он нашел этот жетон в тайной ветви культа небесного демона. Чутянь помнил, что на нем есть массив, однако не знал, где его применить, и даже не думал об этом. Кто мог подумать, что сегодня он столкнется с остатками культа небесного демона? Считать ли это судьбой?